пациента мужчина 1945 года рождения, хронология: резекция правой почки в Монике в 1991 году по поводу рака почки, через 8 лет после травмы почки и оставшейся гематомы, сердечник, постоянно принимает лекарства. В июне 2022 года поменяли терапию, назначили Юпериа, ответ на терапию очень хороший, сердечный выброс стал расти, ЭВР падать, улучшилось качество жизни. Оставался вопрос установки аппарата СТ-аритмиис, профилактика риска внезапной остановки сердца. 20 октября 2022 года начал падать вес. 10 ноября 2022 года обнаружили круглую припухлость, размером с яйцо на плече правой руки. 14 декабря 2022 года взяли гистологию, ответ пришел 21 декабря 2022 года, миома, видимо была ошибка. 16 января 2023 года, амбулаторно под новокаином оперирован, во время операции установили дефект кости, но не уточнили какого размера, локализация и генеза, типа дефект надкостницы. 16 января 2023 года сдали гистологию в РЖД. 23 января 2023 года, ответ светлоклеточный рак. 16 января 2023 года попал по скорой в склиф. Непонятно, была остановка сердца или резкое понижение давления. 16 февраля 2023 года гистология от первого меда, почечно-клеточная карцинома. 16 марта 2023 года гистология Блохина, то же самое, светлоклеточный почечный рак. 18 апреля 2023 года ПЭТ-КТ, органы чистые, очаги в дельтовидной мышце и кости, рука болит. Очаги в мышце непонятного генеза, опухоль на плече снова образовалась, появилась шишка. Хотим узнать, насколько процесс разрушил уже кость, нас пугают, что она отвалится. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 77 лет, дата исследования 19 февраля 2023 года, область исследования правое плечо. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. На 103 мм ниже верхнего края головки плечевой кости определяется сквозный дефект кортикального слоя размером 16 на 34 мм. В просвете костного канала определяются мягкотканные массы размером 16 на 19 на 58 мм. Рядом визуализируются единичные краевые дефекты кортикального слоя диаметром до 5 мм. В условиях отсутствия контрастного усиления в области дельтовидной мышцы визуализируется минимально гиподенсное мягкотканное включение размером 42 на 49 на 85 мм с нечетким контуром. Заключение КТ: картина секундарного поражения, деструкции правой плечевой кости, с вовлечением в процесс прилежащих мягких тканей. Для уточнения объема поражения мягких тканей рекомендовано МРТ с контрастным усилением. 22 апреля 2023 года Н. доцент Котов М. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: в плечевой кости есть достаточно большой участок деструкции, разрушения костной ткани. Также опухоль растет внутри костного канала кости. В прилежащих мышцах, в основном в дельтовидной, также есть достаточно крупный метастаз. Но без контрастного усиления, на КТ граница метастаза видно плохо, тут лучше сделать МРТ, по возможности, с контрастным усилением.